Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 22 декабря. Поговорим о церковном календаре, поговорим об иконе Божьей Матери, которая почитается в этот день. Также уделим немножечко внимания дню зимнего солнцестояния. Ну и, конечно же, друзья, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать 22 декабря. Как вы видите, сегодня очень насыщенный день. Давайте будем начинать. Итак, друзья, 22 декабря православный праздник, который установлен в честь зачатия святой Анной Богородицы. Когда точно начали праздновать вот эту памятную дату, к сожалению, неизвестно. Но вероятнее всего, что праздник имеет древнее происхождение. И писать о нем уже начали с 8 века. Анна и ее муж Иоаким никак не могли зачать ребенка. Неоднократно молили Бога о помощи. Они уже практически отчаялись, так как были немолодыми. Но однажды к ним явился ангел и сообщил, что скоро у них появится малыш. Благодарные Господу за это чудо, они пообещали, что отдадут ребенка в храм для служения Всевышнему. И спустя 9 месяцев Анна родила дочку, которую и назвали Марией. Дева Мария стала матерью Иисуса Христа. Днем зачатия Пресвятой Богородицы, который почитается наравне с ее рождением, считается 22 декабря. Обращаем ваше внимание, что 22 декабря торжественные литургии в православных храмах прозвучат в честь Матери Девы Марии, Святой Анны. Еще 22 декабря совершается празднование чудотворной иконе Божьей Матери «Нечаянная радость». Под влиянием рассказа о чудесном видении грешника возникла иконография этого образа. Святитель Дмитрий Ростовский в сочинении «Руна орошенная» рассказывает о человеке, который ежедневно молился перед иконой Богородицы с младенцем, а после шел совершать плохие дела. Однажды во время молитвы образ Богородицы с сыном ожил, и мужчина увидел на руках и ногах Бога-младенца кровоточащие раны. Он спросил у Марии, а что случилось с детем ее, на что она ответила, что своими поступками он вновь и вновь распинает Иисуса Христа на кресте. Мужчина попросил Богоматерь помиловать его и помолиться Иисусу, чтобы тот его простил. Однако Иисус дважды отклонил просьбы Марии. Тогда она сказала, что вместе с грешником будут лежать у ног Христа до тех пор, пока он не простит его грехи. На этот раз Иисус согласился, но приказал мужчине лобызать язвы на теле Бога-младенца. После того, как грешник это сделал, он пришел в чувство, и это видение навсегда изменило жизнь мужчины, и больше он не грешил. Также в этом 2023 году, друзья, у нас с вами наступит день зимнего солнцестояния и считается самым коротким световым днем. Дело в том, что 22 декабря он продлится всего-навсего 6 часов 59 минут и 49 секунд. И нас ждет самая длинная ночь 17 часов 11 секунд. А за полярным кругом Солнце вообще перестанет подниматься, там наступит полярная ночь. После 22 декабря дни будут постепенно становиться чуть длиннее. Процесс этот у природы неспешный, как вы знаете, по несколько минут в сутки. 1 января 2024 года продолжительность светового дня увеличится только на 6,5 минуты. Что же нужно сделать в день зимнего солнцестояния 22 декабря? Постарайтесь в этот день избавиться от плохих мыслей. В этот день обязательно загадайте самое сокровенное желание, но обязательно в следующем 2024 году сбудется. Конечно же, не забудьте провести уборку дома и поставить елку. Также постарайтесь в этот день
Уделить время близким, родным людям. Если вы далеко от друга, ну хотя бы позвоните, пообщайтесь, порадуйте добрыми и теплыми словами. Не забудьте выйти на прогулку, подышать свежим воздухом и прогуляться. Конечно же, в этот день есть и определенные запреты. Итак, ни в коем случае в этот день нельзя оставаться в одиночестве. Поэтому придумайте себе, как вы можете провести весело и ярко этот день. В вечернее время не гуляйте в темноте. Также в этот день не стоит ругаться, переутомляться, потому что это ни к чему хорошему точно вас не приведет. Ну а теперь, друзья, давайте обратим внимание на народный календарь и посмотрим, что же нас с вами ожидает в этот день, 22 декабря. Итак, в народном календаре этот день имеет несколько названий. Анна темная, Анна зимняя, Анна зачатие Анны или зачатие в день. На Руси считали, что с этого дня зима окончательно устанавливается. Говорили, что сегодняшняя ночь самая длинная, а день самый короткий. Погода зачастую стояла холодной, и в народе верили, что в этот день между собой борются свет и тьма. Люди молились в этот день красному солнцу и просили, чтобы быстрее зима закончилась и наступили теплые деньки. Верили, что в этот день солнце умирает и заново возрождается. Люди подражали ему, гасили пламя в домах, а потом заново его добывали. Праведные Ане в этот день молились при бесплодии. К иконе Богоматери, нечаянная радость, обращались сегодня с просьбой избавить от душевных болезней, об искуплении грехов и при глухоте. Беременным женщинам в этот день было принято поститься. Нельзя было выполнять какую-либо работу, разжигать огонь, выходить из дома. Беременные просили у Всевышнего помощи и поддержки. Также 22 декабря пчеловоды этот день считали своим праздником. После утренней службы они шли в ашманники, где располагались улья. Шевелили каждый улей и читали специальные магические слова. Согласно поверьям, такой ритуал помогал в следующем году получить много меда. В этот день без особой надобности наши предки из дома старались не выходить. Верили, что вечерами дикие звери собираются в стаи и нападают на людей. На Руси, как мы сказали ранее, этот день еще называли зачатиевым днем, а еще днем Анны Темной. В этот день женщины освобождались от любой работы по дому. Дата считалась удачной для того, чтобы строить планы на будущее, и наши предки, конечно же, верили, что даже загаданные в этот день желания непременно сбудутся. Удачными должны были оказаться и заключенные в этот день сделки, смена работы, крупные покупки. Помня о чуде рождения Богородицы, бездетные женщины сегодня просили о первенце. 22 декабря также именины отмечают Василий, Степан, Владимир, Александр и Анна. Обязательно, если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно их поздравьте. Также обращаем ваше внимание, что 22 декабря – это время страшной битвы между силами тьмы и света. И наши предки обращались в этот день к языческому красному солнышку, прославляя его. Такие празднества длились аж 12 дней. По народным поверьям, в это время умирающее солнце перерождалось в новое, могущественное и крепнущее день ото дня. Подражая светилу, крестьяне гасили пламя в очагах, а потом уже добывали новый живой огонь. Как мы сказали ранее, сегодня день Анны Холодной, и этот праздник считался праздником пчеловода. Поутру они должны были прочитать магические слова на пчел, чтобы пчелы в следующем году много меда принесли. Поэтому нужно было 22 декабря встать около улья и трижды его перекрестить обязательно и, глядя на него, сказать такие слова: «Моя пчелка не для погибели, а для большой радости, чтобы были в моей семье сладости, чтобы ей у меня жилось, меда в изобилии лилось. Аминь».
После обойти по часовой стрелке вокруг и уйти, не оглядываясь. Конечно же, в этот такой вот великий, энергетически сильный день наши предки уделяли особое внимание народным приметам касательно погоды, потому что для них было очень важно знать и понимать, а какой же будет эта зима и будет ли в следующем году урожай. Поэтому, если снег 22 декабря выпал вплотную к изгороди, то считалось, что лето неурожайным будет. Ну а если есть промежуток, то ожидается хороший урожай. Если много иния на деревьях или снежные бугры образовались, будет год урожайным. Если день светлый, то 31 декабря будет морозным и солнечным. Ну а если хмуро и иней на деревьях появился, то последний день года будет пасмурным и теплым. Люди, рожденные 22 декабря по знаку зодиака Козероги. Этим людям придется нелегко в жизни. На их пути будут возникать всевозможные трудности. Звезды возлагают на них обязанность искупить грехи прошлых жизней и ответить за ошибки своего рода. В качестве талисмана им подходят агат или малахит. Ну а сон, который вы видели сегодня вечером, должен показать вам, в чем вы хороши. При этом в реальности вполне вероятно, что вы не до конца осознаете собственные сильные стороны. Так, например, если в грезах этой ночи вы считаете себя оратором, а в жизни редко высказываетесь, то в ближайшее время вам придется избавиться от ложной скромности и выступать публично. Это должно быть прекрасно. А если сегодня вам ночью приснится, как вы получили то, о чем всегда мечтали, это сигнал о том, что пора изменить свой текущий курс и, конечно же, действовать по-новому. Вы знаете, в народе 22 декабря считался женским днем, поэтому представительницы прекрасного пола в праздник отдыхали от домашних дел и, конечно же, молились святой Анне. Из дома выходили только по необходимости. При этом люди старались избавиться от всего старого, что их гнетет, и, напротив, строили планы на будущее. Считалось, что все желания, загаданные в этот день, 22 декабря, обязательно сбудутся, поэтому женщины старались не упустить такого момента. Чего же нельзя было делать 22 декабря? Давайте с вами и разберемся в этом вопросе. Поскольку 22 декабря чтили память святой Анны, матери Пресвятой Марии, которую считали покровительницей беременных, то и многие запрещающие народные приметы этого дня относились исключительно к будущим мамам. Так, в день Анны Зимней беременным нельзя было есть жирные продукты, иначе по народным приметам ребенок будет очень крупным, что чревато тяжелыми родами. Не стоит будущим мамам разжигать огонь, зажигать свечи, брать в руки спички и зажигалки. Иначе останется отметина у малыша в виде большого родимого пятна на самом видном месте. Нельзя беременным в день Анны Холодной и рукодельничать, шить, вязать, вышивать, поскольку запутавшиеся нитки могут запутать и пуповину, которая петлями обовьется вокруг шеи или тела будущего ребенка. Женщинам на сносях нельзя было встречаться с больными и калеками. По народной примете они могут передать свои болезни и уродства новорожденному. Самая важная народная примета для беременных связана с перешагиванием через острые предметы. Существует в народе поверье, что женщина, нарушившая этот запрет, может в родах умереть. Нельзя было и 22 декабря стирать и убирать. Этот запрет касался всех. Кто не прислушается к данной народной примете, весь последующий год проведет в тяжелом домашнем труде, которому не будет конца и края. Не рекомендуется в день Анны Темной есть мед, так как сегодня он может вызвать сильную аллергию даже у тех, у кого ранее ее не было. Особенно важно, что не только в чистом виде может навредить этот продукт, но и в качестве дополнения к блюдам, чаям или лекарствам. Поэтому следует отказаться не только от чистого меда, но и от медовых пряников, и от торта медовик, и от леденцов с медом. Девушкам нельзя было ходить сегодня с распущенными волосами, иначе может залететь в них нечисть и забрать девичье счастье, поэтому с самого утра волосы нужно заплести в косу. Обладательницам коротких стрижек рекомендуется воспользоваться заколками и ободками, а также средствами, которые фиксируют волосы.
Супругам, которые еще не прожили 7 лет вместе, нельзя сегодня приглашать вечером гостей. Этот день им нужно провести только вдвоем, тогда никто и ничто не сможет помешать их семейному счастью. Тех же, кто проигнорирует данный запрет, будут ждать ссоры, взаимные претензии, упреки, конфликты и разочарования во второй половинке. Также сегодня в этот день ни в коем случае не стоит ругаться, не стоит сквернословить, а также не стоит выяснять отношения, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, будьте сегодня внимательны и осторожны со своим окружением. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне, друзья, понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.